Мало какие еще растения обладают таким удивительно гармоничным сочетанием вкуса и полезных качеств, как хорошо известная многим малина. Малина – это кустарник из семейства розовые, плоды которого входят в тройку самых потребляемых ягод в мире. Существует более 200 видов малины и 3 основные группы – красная, черная и фиолетовая. Цвет красной малины понятен уже из названия, хотя оттенки могут существенно отличаться. Среди всех сортов, выращиваемых в коммерческих целях, европейская красная малина является самой популярной. Черная малина – это довольно темные ягоды, но все же их легко отличить от ежевики. Фиолетовый тип – это гибрид красной и черной малины, который особо популярен на американском континенте. Что касается желтой ягоды, то на самом деле она не представляет собой отдельный тип, а является формой красной или черной. Сегодня самые богатые урожаи этой сладкой ягоды собирают в России, Сербии, Польше, Чили, Мексике, США и некоторых других странах. Из перечня ягодных культур малина выделяется высокой концентрацией антиоксидантов, которые препятствуют повреждению клеток организма и останавливают процесс старения. Это дает право назвать малину ягодой здоровья и долголетия. Возможно, малина – самое распространенное растение, используемое в народной медицине. Вряд ли найдется хоть кто-то, кто никогда в жизни не пил чай из малинового варенья при простуде. Кроме того, для повышения иммунитета применяются настой из листьев малины, травяной или ягодный чай. Такую популярность объяснить довольно легко. Малина – самая настоящая кладезь витаминов с поливитаминов, минералов, аминокислот, клетчатки, эфирных масел. Ее ягоды обладают отличными жаропонижающими, из-за салициловой кислоты в составе, и патагонными свойствами, что особенно важно при всех без исключения простудных заболеваниях. Малина – один из лидеров среди садово-огородных культур по содержанию железа. А это свидетельствует о том, что ее ягоды полезны для укрепления сердца и сосудов, стабилизации кровяного давления, улучшения состава крови, выведения из организма холестерина, улучшают свертываемость крови, содержащейся в составе кумарины. О малине пишут и говорят с давних времен. Упоминание о ягодах появляется в одной из версий древнегреческого мифа о младенчестве Зевса. Будущего олимпийского верховного бога старались спрятать от кровожадного отца Кроноса, желавшего уничтожить своих наследников, которые, согласно предсказанию, должны были его свергнуть. Чтобы младенец криком не выдал своего местонахождения, одна из нимф решила отвлечь его, угостив малиной. Но собирая ягоды, она поранила руку о шипы, из-за чего те окрасились в красный цвет. Нетрудно догадаться о причинах такой популярности малины. Это растение выращивается в нашей стране практически повсеместно. Хорошо приспосабливается к большинству условий и всегда дает урожай даже в северных регионах. Потому и является любимым лакомством у целых поколений людей.
А еще выступает, наверное, самым знаменитым первичным лекарством от простуды.